Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео мы разберемся, почему стучит стиральная машина и как заменить на ней амортизаторы. Вот эта стиральная машина. Она заметно стучит при набирании оборотов, отходит от стены. При выжимании на ней все двигается, шевелится, она очень прыгает. Хотя я недавно поменял подшипники, и барабан стоит жестко. Если прыгает стиральная машина, то в первую очередь виноваты подшипники барабана, а также могут быть виноваты обычные амортизаторы, которые также отвечают за то, чтобы стиральная машина не прыгала. Амортизаторы стиральных машин отличаются по своей конструкции. Этот амортизатор от стиральной машины фирмы Samsung, этот от стиральной машины фирмы Kandi. Ну, принцип действия у них одинаковый. Они еще тугие, но их задача справиться с колебаниями барабана и смягчить его рывки. Для того, чтобы определить, что же поломалось, подшипники барабана или амортизаторы, необходимо открыть дверцу и слегка подергать металлическую часть. Это барабан. Он не должен шататься. Если он не шатается, то приступим к следующему этапу. Это проверка амортизаторов. Для проверки работы амортизаторов необходимо резко нажать на барабан и отпустить. Он не должен прыгать. У меня он прыгает. Значит, я подозреваю, что неисправны амортизаторы. Для того, чтобы более точно определить исправность амортизаторов, необходимо снять верхнюю крышку стиральной машины и нажать на бак. Он не должен прыгать. С помощью крестообразной отвертки откручиваем два шурупа крепления верхней крышки стиральной машины. И снимаем верхнюю крышку стиральной машины. Вот бак с барабаном стиральной машины. Он подвешен на две пружины в верхней части, а внизу стоят амортизаторы. Для того, чтобы проверить их работоспособность, резко нажимаем на бак и отпускаем. Он не должен прыгать. У меня он прыгает, что говорит о неисправности амортизаторов. Для того, чтобы заменить амортизаторы, не обязательно разбирать всю стиральную машину, а если есть возможность, открутить заднюю крышку стиральной машины и добраться до амортизаторов. На некоторых стиральных машинах задней крышки нет, тогда придется переворачивать ее на бок и подлезать до них снизу. Откручиваем 4 болта крепления задней крышки стиральной машины. И снимаем заднюю крышку. Сняв заднюю крышку, можно увидеть правый и левый амортизатор бака, которые установлены снизу. Для того, чтобы было удобнее к ним добраться, можно снять двигатель или перевернуть машину на бок и добраться до болтов через нижнее отверстие. Для того, чтобы добраться до амортизатора сзади, необходимо снять двигатель. Но я для облегчения работы переверну машинку стиральную на бок и достану амортизаторы снизу. Здесь есть нижняя крышка. Если она мешает, то ее можно открутить. Снизу заметно легче открутить болт сверху и снизу амортизатора, что я и сделаю. С помощью головки на 13 откручиваем нижний болт крепления амортизатора. Здесь есть специальное отверстие, что облегчает работу. Здесь болт посажен на фиксатор резьб, что очень удобно. Если подвигать амортизатор, то видно, что он двигается почти без сопротивления, шатается, и следовательно он не рабочий. Теперь откручиваем болт крепления амортизатора к баку.
Вот перед вами старый амортизатор и новый. Они почти одинаковые. Отличаются только тем, что новый еле выдвигается со своего цилиндра, а старый свободно гуляет. Необходимо его заменить. После этого устанавливаем на место амортизатор. Для облегчения надевания ушка амортизатора на бак можно смазать это отверстие с помощью жидкого мыла или моющего средства для посуды. И после этого одевать будет легче. Надеваем его на ушко бака и затягиваем все тем же большим шурупом. После этого смазываем нижний болт фиксации амортизатора с помощью фиксатора резьбы. Я использую синий, потому что он наиболее гибкий. И закручиваем нижнюю часть амортизатора к корпусу стиральной машины. Затем перевернем стиральную машину на другую сторону и повторим такую же процедуру на другом амортизаторе. Этот амортизатор тоже неисправный и тоже не работает. Ставим на место новый амортизатор. Прикручиваем на место нижнюю защитную крышку стиральной машины. И после этого можно проверить, как работают амортизаторы. Резко нажимаем и отпускаем. Как видите, колебательных движений нет. Амортизаторы их сглаживают. Устанавливаем на место верхнюю крышку стиральной машины. И подключаем стиральную машину снова к коммуникациям. Вот стиральная машина работает на максимальных оборотах. Дребезжание исчезло. И амортизаторы работают так, как положено. Вы были на канале Дело мастера боится. Смотрели видео о том, как своими руками заменить амортизаторы бака на стиральной машине фирмы Samsung. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.